Ух, крутанул лодку. Сейчас мы его в подхваточку дорогого. Есть. А, такой красавчик. Хороший. Ребята, всем привет! Приехал сегодня на свое любимое озеро. Взял с собой удочку с боковым кивком, гороха немножко вареного и лодку. Все, больше ничего, ни прикормки, ничего больше не брал. Буду сегодня пробовать ловить карпа вдоль камыша. Камыш не буду заплывать. Но если не будет поклевок, не будет получаться, то может и заплыву, посмотрю, что в самом камыше. Но в планах сегодня плавать вдоль камыша, смотреть, где шевелится камыш, туда опускать приманку и пробовать вот таким образом поймать. У нас дня 3, как прошли дожди. Роек я выплыл на самом озере вообще пока нету. Вот столько я гороха наварил, это даже больше, чем нужно. Ну, если останется, выброшу его, покормлю карпика. Взял с собой удочку Cold Dragon 5,7 метров, тест до 150 грамм. Удочка очень крепкая. Сегодня решил также устроить ей тест на крепкость. Если будет хороший ловиться карп, буду его прям поднимать из воды, резко выдергивать. Ну что, плывем искать карпика.
Видели, какой прыгнул? Грамм, наверное, 150 карпик. Есть, друзья, карпик. Да, ты. Ух, удочка, конечно, огонь. Все, друг, ты попал. Увидел ройку возле берега практически и попался карпик. Ух ты, перепрыгнул. Все. Вот он, красавчик. Смотрите, как камыш шевелится. Вот сюда надо бросать наживку. Получается, карпик объедает на камыши всяких жучков и этим самым себя выдает. Вот там дальше, вдалеке тоже камыши туда-сюда ходят. Ух ты! Как же его вытащить? Сразу камыш затянул. Сошел, гад. Сошел и оборвал мормышку. Сижу до сих пор в шоке. Что, увидел, как шевелится камыш. Решил туда забросить наживку, горох. Стал опускать, оно уже вроде бы сразу на опускании была поклевка. Немного выждал, но на секунды 3. Сделал посечку. И он резко как дал, я не знаю, или карп, или амур. Такое ощущение, как будто там водолаз был, а не рыба. И туда прям в камыш. Ух, оборвал мне мормышку. Порвал шнур. Ну, скорее всего, что я так думаю, наверное, резанул своим плавником. С этим верхним пилою своей. Я сколько рыбачу, у меня шнур ни разу еще не рвался. 0,24 выдерживает хорошую нагрузку. Это да. Ну, там рыба была порядочная. Это 6 килограмм, и если не больше, это 100%. Пытаюсь забросить под самый-самый камыш. В глубину камыша туда. Получается, карпик ходит вдоль этих камышей туда-сюда. То заходит в камыш, то выходит. Ну, тут его ждет на выходе приманка. Ой, сейчас мы его отсюда вытащим. Ой, стой. О. Вот такой красавец. Вот она роечка.
Карпуша роется. Роется под камышиком. Бросаю прямо ему под нос. Что потеребил, насадку и бросил. О, ройка. Крутанул лодку. Вот это парень. Сейчас мы его в подхваточку дорогого. Есть. Ой. А, такой красавчик. Карпуша. Плыл потихонечку, не спеша вдоль камыша. Смотрю, в камыше ройка. Роется, прям бурлит все. Только стал я туда опускать горох. Сразу поклевка, сразу пошел кивок вниз. Как крутанул лодку, хотя и небольшой, до 2 килограмм карпик. Лодка не закрепленная. Ее как начало крутить вот так вот. Ну, слава богу, вытянул. Здесь карпика только что поймал. Сейчас поплыву вот так вот от берега до дамбы. Там есть дерево, упавшая верба, мель. Там такой пляжик. Очень мелко, сантиметров 30. Но карп там частенько крутится. Туда сплаваю, потом обратно. И вот так буду плавать туда-сюда, туда-сюда. Искать где-то какие-то движения камышей или ройки. И туда буду забрасывать приманку. Камыш шевелится. Видите? Куда я забросил приманку. Ходит вокруг наживки. А брать не хочет. Ух! Сразу дернул и ушел. Хитрец. Ух, и поклевка была. Камыш шевелился. Я опустил с одной стороны под камыш, нету поклевки. С другой стороны под камыш, нету поклевки. Уже в 3-й раз, как только начал опускать потихоньку, сразу такой удар в кончик, в удочку. Такой дуф, и пошел торпедой туда в камыши. Ну, я не успел даже среагировать и не подсек его. Уже подсек, когда он ушел в камыш. Здоровенный бобер. Распугал мне всю рыбу. Мне такие рыбалки больше всего нравятся. Как бы тоже иногда охота посидеть с поплавочком и так далее. Но вот самая моя любимая рыбалка — это на боковой кивок, когда ты плаваешь активно, перемещаешься по водоему, ищешь рыбу по всяким признакам, там, по ройкам, по шевелению камыша, по всплескам и так далее. Тихонько подкрадываешься, опускаешь наживку, нету поклевки, дальше перемещаешься. И вот мне такая рыбалка больше по душе. Ух, какой красавчик прыгнул. Плыву в начало водоема. Тут в этом месте, наверное, глубина около 50 сантиметров. Берега все заросшие камышом. Поищу еще здесь карпика. О, опять шевелится. Шевелится камыш. Вот это, ребята, карп.
Сейчас мы туда забросим приманку. Видите, как дергается камыш. Есть, ребята. Иди сюда, дорогой. Сопротивление бесполезно. Ух, и резвый. Фух, обрызгал всего меня. Вот такая килограммушка. Вот вам и мель. Значит, не зря я приплыл сюда. Ну, активная рыбалка есть активная. Так бы, если бы стоял бы на одном месте, то я думаю, может, одна поклевочка была бы, или вообще, может, без поклевок остался, если бы где-то уперся на одно место. А так, плавая, ища рыбу, всегда будете с уловом. А, какой малыш клюнул. Хотя тут я видел, стоял карпик побольше. Ой, иди сюда. А, там, плыви. Малыча. Попался. Маленький карпик, правда. Но ничего. Где маленький, там и крупный. Опача! Сейчас мы тебя будем тащить как положено. Хороший карпик. Ух, еле держится. Хочу подхватку. Фух, удрал. Вот что значит лень было подхватку взять, достать и в подхватку его завести. Я посмотрел, он такой вроде небольшой, может килограмма 1,5 максимум весом. Думаю, она подтяну, рукой достану, да и все. А, не тут-то было. Только шмор и все. Он еле держался там, даже не за губу, а за кожу был крючок зацепленный. Я уже только в конце увидел. Думаю, ладно, попробую. Ну, ничего страшного. Пускай подрастает. Эй, красавица, аист. Как раз над головой пролетает. И туча, смотрите, какая идет опять. Буду, наверное, выплывать, ехать домой. Еще не хватало под дождь попасть. Ну что, друзьяки, буду собираться домой. Рыбалка сегодня удалась. Карпика я нашел, поклевки были. Было также несколько сходов. Пользовался удочкой Cold Dragon. Удочка шикарная, легенькая, мощная. Самое главное при вываживании не делать острый угол между кончиком удилища и шнуром. И тогда у вас будет все в порядке. Пишите, ребята, комментарии обязательно. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Всем пока.